Были времена, когда его магическая красота сводила с ума миллионы женщин, и поклонницы ночевали прямо у его порога, так что через них приходилось в буквальном смысле перешагивать. Но сегодня постаревший герой многочисленных романов тихо живет в своем поместье, не появляется на публике, не дает интервью, а компанию ему составляют домашние животные да 3 детей, которые изредка его навещают. Да и с ними у него все было не совсем гладко, их он попросту не очень любил. Как-то раз Делон сказал, что в отношениях он и ошибался, и страдал, однако все же больше страдали женщины, которые связали с ним свои жизни, причем для некоторых из них любовная связь с актером стала настоящей катастрофой. Правда, все же нашлась одна женщина, которая заставила его рыдать, но обо всем по порядку. Первый серьезный роман в жизни Делона начался в 1956 году, когда он, молодой и дерзкий, после службы во Вьетнаме, работал официантом в парижской пивной и делил с армейским другом крошечную комнатку на площади Пигаль. Его соседкой была мечтающая о славе, но на тот момент едва сводившая концы с концами Йоланда Кристина Жильотти, недавно выигравшая конкурс «Мисс Египет» и перебравшаяся во Францию в поисках лучшей жизни. Между молодыми сразу возникла симпатия, они поддерживали друг друга, делились едой и своими мечтами о счастье. Вскоре их пути разошлись на 6 лет. Гордый Ален повздорил с хозяином пивной, потерял работу, и ему пришлось переселиться в жилье подешевле. А вот Йоланда, бравшая уроки вокала, спела песню «Бомбину» и почти мгновенно стала известной на весь мир под псевдонимом Далида. Но Алена она не забыла, и их дружба продолжалась всю жизнь. В 1963 году в Риме они, будучи уже знаменитыми, встретились, и между ними возник страстный, но недолгий роман. Через 10 лет они запишут мировой хит «Слова-слова», а затем в жизни Далиды наступит черная полоса. Несмотря на бешеную популярность и любовь зрителей, она пройдет через множество неудачных романов. Бесплодие, частичную потерю голоса, гибель 3 своих любимых мужчин, тяжелые депрессии и покинет этот мир в одиночестве в 54 года. Но вернемся к Делону. В 1957-м в ночном клубе он проявляет настойчивость и знакомится с известной актрисой Бриджит Абер, снявшейся у самого Хичкока. Она была на 10 лет старше Алена и уже устала от поклонников. Но красота молодого человека сделала свое дело. Делон поселяется в квартире Бриджит. У них завязываются серьезные и романтичные отношения вперемешку с бурными ссорами. Она пытается помочь ему найти себя в жизни. Устраивает работать фотокорреспондентом. Но у Делона только одна цель – кино. Он давно уже понимает, какое влияние на людей оказывает его красота, ведь даже в младенчестве на его коляску мама клеила бумажку с текстом «Можно смотреть, но не трогать», чтобы хоть как-то остановить многочисленных желающих потискать красивого малыша. И потому Ален настаивает, чтобы любовница взяла его с собой на Каннский кинофестиваль и познакомила с нужными людьми. Так и произошло. Делон в Каннах сначала сдружился с актером Жан-Полем Бриали, другом самого Жана Море. Затем тот его представил известному режиссеру и председателю жюри фестиваля Жану Кокто, а далее Делон впечатляет влиятельных продюсеров и журналистов и благодаря обаянию и дерзости обрастает нужными связями. Главной звездой фестиваля в том 1957 году стала снявшаяся в фильме «Сиси, молодая императрица» совсем еще юная и скромная Роми Шнайдер. А Ален тогда и представить себе не мог, что через год снимется с ней в одном фильме. Вернувшись в Париж, он стал проводить время с новыми друзьями и вскоре во время очередной ссоры с Бриджит Абер расстрелял ее машину из нелегально привезенного из Вьетнама револьвера. От тюрьмы молодого человека спасло его боевое прошлое и заступничество любовницы, но на этом их роман завершился. А Бриджит продолжила карьеру и даже снялась в одном фильме с Леонардо Ди Каприо, а затем отошла от дел и в свои 97 тихо и спокойно живет в Париже. Алена их разрыв ничуть не расстроил. Он благодаря новым знакомым начал получать свои первые роли, статьи в прессе и интервью, а популярный журнал о кино включил его имя в список надежд года. В 1958 во Франции задумывают снять ремейк знаменитой картины «Флирт», игра в котором прославила Магду Шнайдер. И продюсеры решают, что в новой картине с названием «Кристина» обязательно должна сыграть ее дочь Роми, 20-летняя восходящая звезда европейского кино. Девушка долго не решалась принять предложение, потому что была не уверена, сможет ли превзойти свою мать, но под давлением согласилась. Естественно, что желающих сниматься с ней актеров было море, но Роми увидела фотографию Делона и выбрала его, а тот был по-настоящему шокирован этой новостью. Роман Алена Делона с Роми Шнайдер называют любовной историей века, но поначалу молодые совсем не обращали внимания друг на друга. Он был бедным, неизвестным и еще совсем недавно сидел в тюрьме за кражу. И, встречая Роми с букетом цветов в аэропорту, уже ненавидел ее, известную на всю Европу актрису. А девушка еще не отошла от романа с актером Хорстом Бухгольцем, который она прекратила под давлением матери, и о новых отношениях совсем не думала.
Да и Ален не был джентльменом, и после знакомства учудил в своей манере. Пригласил Роми с Магдой на ужин в дорогой ресторан, а потом спокойно признался, что у него нет денег, и девушке пришлось заплатить. Ну а кроме того, Ален не говорил на немецком, а Роми совсем не знала французского. Какие тут могут быть отношения? Но, как оказалось, это вовсе не преграда, и после нескольких репетиций и совместной поездки на бал кино в Брюссель все резко поменялось. Девушка без памяти влюбилась в своего партнера по съемкам, тот ответил взаимностью, и вопреки воле матери Роми, молодые уехали в Париж. Точнее, девушка вырвалась из-под опеки родных и одна улетела вслед за возлюбленным. Поселились они в дешевой квартире, потому что мать, в прямом смысле жившая за счет Роми, сразу урезала ее довольствие. Во Франции пара по настоянию родственников девушки все-таки обручилась, ведь жить с мужчиной вне брака в ее благородной среде было не принято. Ну а поклонники стали ждать роскошную свадьбу. Еще бы, простой парень, сын мясника, стал кинозвездой, а теперь женится на самой Роми. Но они так и остались женихом и невестой, хотя Роми очень хорошо повлияла на Алена. Он стал много читать. Чтобы жених мог поддерживать беседы в обществе, она покупала ему книги, а потом спрашивала, что он в них понял. Делон стал интересоваться искусством и живописью, и впоследствии собрал огромную коллекцию произведений искусства. Да и Роми тоже избавилась от многих условностей, проводя время с веселым и безбашенным Делоном. Но все же, после 5 лет безуспешных попыток переделать друг друга, скандалов и измен Алена, пара распалась. Роми целый год переживала предательство и не снималась, но понемногу отошла, вышла замуж и родила сына Давида. Но стоило Делону в 69-м позвать ее сниматься в фильме «Бассейн», она тут же согласилась. А вскоре ради Алена даже бросила своего супруга Гарри Майена. Тот не перенес разрыва, и через пару лет его нашли мертвым. А Роми до конца жизни винила себя в его смерти. Однако новые отношения с Делоном снова не сложились, и она, уже ставшая всемирно известной актрисой, в очередной раз впала в депрессию и увлеклась алкоголем. Затем попыталась все забыть, выйдя замуж и родив дочь. Но тут случилась страшная трагедия. Ее любимый 14-летний сын забыл ключи и, перелазя через забор, напоролся на штырь ограды. Он умер от ран на операционном столе, а его похороны окончательно подкосили Роми. Так и не оправившись от горя, она ушла из жизни в одиночестве за письменным столом в 43 года. Ален был уверен, что она умерла, потому что наконец смогла его разлюбить. Он взял на себя устройство ее похорон и принес на могилу букет красных роз, таких же, как во время их первой встречи в аэропорту. Мать Роми нашла это изощренным издевательством. Но вернемся в 1961, когда они были еще обручены. Пока Роми работала в Голливуде, Делон на съемках фильма «Под ярким солнцем» познакомился с актрисой-моделью и будущей певицей Кристой Певген, известной под псевдонимом Нико. Пару повсюду стали замечать вместе, и даже разок доставили в участок за превышение скорости на Феррари. Она его любила, а он за глаза называл ее закуской. Влюбленная актриса забеременела, родила сына и была уверена, что Ален этому обрадуется. Но актер категорически отказался признавать отцовство, ведь у него параллельно развивался бурный роман с красавицей Натали Бартелеми. Поэтому Делон через своего менеджера потребовал от Нико оставить его в покое и даже пригрозил проблемами. В итоге она назвала сына Кристианом Аароном, стала рок-певицей и возила ребенка с собой на гастроли, где им по большому счету никто не занимался. После того, как мальчик наелся каких-то таблеток в гримерке и чуть не умер, перепуганная Нико написала матери Делона Эдит письмо о том, что у той есть внук, и попросила ее о нем позаботиться. Та с радостью примчалась в США, увидела в мальчике копию Алена в этом возрасте и забрала его к себе во Францию. Делон за это на нее страшно обиделся и до сих пор не считает Кристиана Аарона своим сыном, а только другом. Хотя невооруженным глазом видно их сходство. Известен он публике под именем Ари Булонь. Это фамилия отчима Делона. Ну а его мать, Нико, в 49 лет на Ибице упала с велосипеда, ударилась головой и умерла. На момент рождения Ари Делон уже был увлечен Натали Бартелеми, своей будущей единственной официальной женой. Ее настоящее имя – Франсин Канавас, и в молодости девушка не отличалась особой скромностью. Личная жизнь Франсин была, мягко говоря, полна страсти. Первую дочь она родила в 17, а в 23 в ночном клубе встретила Алена Делона. Нетрезвый актер сел на ее сумочку и отказался встать, и девушке пришлось сильно пнуть звезду кино. Алена это очень впечатлило, и ту ночь они провели вместе. Роман развивался стремительно, молодые были без ума друг от друга, но была проблема. Актер все еще формально состоял в отношениях со снимавшейся в США Роми Шнайдер. А Франсин, взявшая для кинокарьеры псевдоним Натали, категорически настаивала на свадьбе. Тогда Ален быстро съехал от Роми и оставил в пустой квартире 40 черных роз и записку с текстом: «Адью, я возвращаю тебе свободу и оставляю тебе свое сердце». Сказать это лично ей в лицо он побоялся. После их свадьбы и рождения сына Антони на первый план у молодоженов стали выходить бытовые проблемы. И в итоге череда скандалов и ссор, в основном из-за неверности супруга, в день Святого Валентина 1969 было объявлено об окончании их 5-летнего брака. «Мы любили друг друга между припадками смеха и ярости», написала Натали.
Но Делон все-таки проложил ей путь в кино, и впоследствии она очаровала главного ковбоя Голливуда и любимого актера Владимира Высоцкого Чарльза Бронсона. И ради Натали Ричард Бёртон даже собирался развестись с Элизабет Тейлор. Но дальше романов дело не пошло. Замуж больше она не вышла и продолжила сниматься до 2008 года, а в январе 2021 умерла после тяжелой болезни. Ален вскоре начал встречаться с фотомоделью и актрисой Мирей Дарк, знакомой нам прежде всего по фильму «Высокий блондин в желтом ботинке». Но бешеная популярность придет к ней позже, а на момент знакомства с Делоном она была подающей надежды актрисой, которая не устояла перед его обаянием. Их отношения переросли в 13-летний гражданский брак. Ни с одной женщиной он не прожил дольше. Мирей не только помогала Алену во всех его делах, ведь Делон не просто актер, но еще и крупный бизнесмен. Она даже заботилась о Роме Шнайдер, впавшей в депрессию из-за гибели ее 14-летнего сына. А главное, она знала любовниц Делона и спокойно к ним относилась. И снова поклонники ждали шикарную свадьбу, однако Ален завел роман с более молодой Ан Парио. Мирей тогда несколько месяцев пролежала в больнице после операции на сердце, и Ален проводил много времени в ее больничном номере, возвращал ей интерес к жизни, но из палаты уходил к новой возлюбленной. Мирей все поняла и отпустила актера, это дало ей силы выжить и встать на ноги. Впоследствии они остались очень близкими друзьями, она продолжала вести его дела, он заботился о ней после аварии, они вместе играли на сцене и в фильмах. Мирей дважды выходила замуж, причем во второй раз в 60 лет, и скончалась в 2017 после пары инсультов. Она оставила мемуары «Пока будет биться мое сердце», читая которые плакали даже мужчины. Роман Делона с Ан Парио продлился с 81 по 85 год и был не слишком серьезным, во всяком случае для Алена. Она была очень похожа на Натали Бартелеми, и это его и впечатлило. Девушка затем вышла замуж, сначала за режиссера Люка Бессона и снялась в фильме, ее звали Никита, а после ненадолго стала супругой композитора Жан-Мишеля Жара. Сегодня в свои 62 она снимается в кино и ведет активную жизнь. А Делон следующий год ни с кем не встречался, говорил, что уже нет сил и настроения, и его немного накрыл кризис среднего возраста. Но в 50 лет он случайно встретил свою старую знакомую Катрин Блейни и снова начал улыбаться. Про этот его роман говорят мало, но именно в этих отношениях Делон снова ощутил себя молодым. Он расцвел, стал много шутить в компаниях, занялся спортом и привел себя в отличную форму. Начал сниматься в полицейских боевиках, самостоятельно исполняя все трюки, а Катрин восхищалась им как мужчиной, смотрела с обожанием и сопровождала его на съемках и в многочисленных поездках по миру. История их знакомства интересна. Он впервые увидел Катрин, когда ей было всего 18 лет. Она работала в ателье, где Делон шил себе костюмы. Как выяснилось, Катрин с первой их встречи была тайно влюблена в Делона, но успела недолго побывать замужем за знаменитым гонщиком Формулы-1 Дидье Пирони. Он разбился на катере в 1987. Это был год расставания Алена с Катрин по неизвестной для прессы причине. Возможно, виной всему была трагедия. Катрин, по слухам, забеременела, но потеряла ребенка. А возможно, было что-то другое. Например, еще один головокружительный роман Алена, случившийся прямо на съемочной площадке клипа на его песню. Его избранницей стала модель и вокалистка Розали Ван Бремен, на 31 год младше. Ален в свои 52, по давнему совету Мирей Матье, решил запеть и ездил тогда с концертами по городам Европы. Отношения пары продлились около 10 лет. Бремен родила возлюбленному дочь Анушку и сына Алена Фабьена. Но и этому союзу не суждено было длиться вечно. Спустя время между Бремен и Делоном начались проблемы, которые, по слухам, усугублялись рукоприкладством и упорным нежеланием актера жениться на матери его детей. Она несколько раз уходила, но Делон всеми правдами и неправдами ее возвращал. В 1997 году терпению пришел конец, и Розали приняла окончательное решение оставить своего капризного гражданского супруга. Модель забрала детей, уехала из их общего дома и позже вышла замуж за своего давнего знакомого, известного французского бизнесмена Алена Афлелу. Делон пытался ее вернуть, и из-за ее ухода впервые искренне заплакал. Его бросила женщина, и такого чувства актер еще не испытывал. Он ходил по телешоу и жаловался на свою тяжелую судьбу. А новый брак Розали не продлился долго, и она вышла замуж во второй раз за финансиста Роберто Агостинелли. Но и этот брак распался. Сейчас 56-летняя Розали живет в Париже и пишет книги о том, что развод — это не страшно, если у вас есть деньги. После этого Делон решил отдохнуть от романов, почти перестал сниматься и занялся защитой природы. Хотя позже появились слухи, что он все-таки встречался с танцовщицей Ловой Мур. В 2019-м, после Каннского кинофестиваля, где дочь Анушка вручала ему золотую пальмовую ветвь за вклад в развитие кинематографа, у актера случился инсульт, и его дети стали жаловаться, что отец их иногда не узнает. Но по слухам, Ален постепенно справился с недугом и начинает вести активную жизнь. И возможно, мы станем свидетелями его очередного романа.